Итак, я прошла долгий путь. Наконец-то я снимаю этот наклеечный ужас, который принес мне много нервомоток на таможнях. И у меня сейчас будут нормальные человеческие номера. Что ж, надо отодрать это все дело. И сейчас в этом видео я расскажу вообще, какой путь я прошла, что нужно, чтобы пригнать машину из Грузии, проехать кучу стран и кучу таможен и поставить на учет ее в Украине. А вот мой новый номер на ТС, заканчивается Таисия. Я проехала 2300 километров из Грузии в Румынию и оттуда 560 километров в Одессу. Сейчас покажу, как все было. Раннее зимнее утро. И это все наши вещи, которые просто не помещаются в мою машину. Я не знаю, как это все заталкивать. Начала с 6 утра и уже час мучаюсь. Гена, я тебе хочу показать этот кошмар с близкого расстояния. Посмотри, уже напихали багажник так, что уже ничего не влазит. Вот. Верхний у нас не закрывается автобокс на замок вообще никак. Привязали веревками. Пианино Таяна сверху на веревках. Вот это не влазит, остается тут. Там орет ребенок. И там тоже у них какой-то кошмар внутри. Вот хотела показать, как я еду, как дети орут уже второй час. И они как раз замолчали в туннеле. Мы вытащили котов из переноски, вот они с нами лежат. Да, Анаис и Наоми. Короче, дурдом. Психбольница отдыхает. Проехали первые 300 километров, остановились, потому что сзади все сиденье заложено. Дети эти орут вообще не замолкая. Да, какой подарок? За что тебе подарок давать? Мы договаривались как? Что ты будешь спокойно сидеть, хорошо себя вести, и потом будет подарок. И это трындец. А Тае скоро 12 лет у нас, а Тая себя ведет хуже, чем Алиса. Крики, вопли. Маме быть 4 дня в дороге, а вы не понимаете этого. Котов. Бедный Бадри, у него ноги тут вообще на голове. Сейчас я покажу, как он сидит. Вот это вот. Сейчас покажу, как он сидит. Вот там вот сидит Бадри. Это все навалено на нем. Ноги у него практически на лобовом стекле. Вот, ну, в общем, короче, кошмар. Остановимся уже в следующий раз, наверное, где-то в Батуми. Заедем на заправку, я хочу подкачать колеса. Какой подарок, Алис? Вот за что? Скажи, подарок, почему тебе я должна давать, а? Мам, я вот котики у меня тут спят. Мам, я потом рисую. Ты уснула, да? Да. Не знаю, я не заметила, я только слышу крик. Все, дайте мама выйдет сейчас на 5 минут. Не, я потом рисую, мама. Ну, что ты не уснула? Она спала, правда, это ее разбудили. Маме говорю, свари чуть-чуть с собой пельмени. Смотрите на это. Это просто вообще. Кот ушел. Бадри боится котов. Я говорю, уберите котов, потому что человек нервничает. Повысаживали котов. В общем, в таком дурдоме я еще не ездила никогда. Мама, подай. Бабушка отдыхает. Ноги болят, тоже завалили ее вещами. Бадри бедный будет после нас пить лекарства. Коты. Что ты медитируешь на пельмени? Наоми. Бадри очень волновался, как я одна поеду, и решил проводить меня до выезда из Грузии, до Сарпи. То есть Батуми-Сарпи он побудет с нами и вернется назад в Тбилиси. Дала один пельмень собаке, закрыла дверь, просто берет когтями, херак по двери, царапает дверь. Нельзя так делать. Я его сижу, отгоняю. На. Вот тут у нас сидит Анаис, а вот тут на самый верх залезает Наоми наверх багажника, вот сейчас слезла. А машина настолько загружена барахлом нашим, что Бадри даже некуда ноги опустить. Там тоже всякие пакеты, коробки. Говорю, Бадри, поспи, а он не хочет спать. Чего ты не спишь? Надо. В Кабулете. Мы вернулись в Кабулете. Сделали остановку, вышли к морю, хотим попрощаться с Черным морем Грузии. Следующее мое Черное море будет дома в Одессе. Вот, смотри, какие я тебе нашла. Красивые? Последний раз в этом месте мы были с Геной, с Асей, с Таей, с Алисой. Алисе было 2 или 3 месяца, совсем маленькая она была. А вы еще море не видели, да, коты?
Близко не подходи к волнам, к воде. Я пока есть еще. Ну, она не ест, она нюхает. А летом, да, здесь столько народу всегда. Я никогда не была в такое время на этом пляже вообще. Самая трусиха. Это вообще боится, трясется, скажи, да? А ты уже все, руки все намочила. Я бы ее отпустила, собаки бегают по пляжу, я боюсь, чтобы собака ее не схватила. У Наоми стресс. Как ты в машину пойдешь теперь с такими руками, а? Так не ест песок. Первый раз коты видят пляж и Черное море. Почти такое, как дома. Она у меня лежит бедная в шоке. Море увидела. Едем уже в Сарпе на таможню. Будем надеяться, что первую сарпийскую таможню мы пройдем нормально, без нервомоток и с документами у нас вроде как все в порядке. Вот. И что багажник и эти вещи меня не заставят доставать, потому что это вообще для меня будет стресс. Собаки нападают. Мама хотела какую-то еду достать, она уже просто залезла прямо в машину. Кошмар. Их много. Нет, я только вытащила кашу, да, которую хотела выбросить. Он у меня из рук выхватил пакет с кашей и даже банку сам открыл. Он еще пришел к тебе. Нет, это не... Со всех сторон окружают. Осторожно, здесь машина, если зайдет, не выгонишь оттуда. Да, ты что? Алиса, не трогай, он прыгнет на тебя, и ты упадешь. Боже мой. Алиса, не надо с ней валяться. Ты сейчас вся грязная будешь, пожалуйста. Мы играем, говорит. Наоми спряталась, сидит у меня в капюшоне. Собака хочет зайти в машину. Где Наоми? Она там где-то вообще вот. Наоми, ты что? Манишка. Проезжаем Батуми, люблю этот город. После войны мы вернемся в Грузию обязательно. Мы подъезжаем к границе, к Сарпийской, и здесь фур уже стоит куча. Здесь мы попрощаемся с Бадри, он сядет на поезд и вернется в Тбилиси, и будет не спать 2 дня, переживая, как я там вообще в дороге за рулем, такое расстояние. Все, Бадри уже поехал в Батуми, потому что опаздывает на поезд. Я остаюсь на таможне, жду, пока мне сделают Сикорд. Эта страховка стоит она 700 турецких лир или 110 лари. Вот. Ну и все, будем потом проходить границу. Надеюсь, что все будет хорошо. Переживаю, потому что сама на машине так далеко я еще никогда не ездила. Ну, конечно, волнуюсь. Еще дети так себя безобразно ведут, орут, истерят, ругаются, бьются. В общем, кошмар. Где-то в Трабзоне, дай бог, что все пойдет нормально, остановимся, переночуем. Моя первая таможня, очень сильно переживаю. Очередь большая. Дети, дети. Маму выгнали пешком, сказали, пассажиры проходят пешком. А теперь знаете, чего я боюсь больше всего? Что сейчас, как на автобусе, заставят эти ужасные вещи все вытащить и перенести эту сарпийскую границу пешком. И это, вообще, я даже сейчас не хочу говорить. Короче, мы здесь уже час, я уже разворачивала 10 раз, не туда поехала. Тут мне под руку орут, дай салфетку, писать, какать. Что еще, Тая? Что еще ты предлагаешь? У нас. Кушать, да? А ты что?
Это, конечно, издевательство полное. Я как открыла свой багажник, он говорит, откройте багажник. Я как открыла, оттуда как посыпалось наше барахло. Он говорит, ну, не надо, говорит, закрой его обратно, и ржет стоит. Страшно, плакать хочется, короче, видя, сколько у нас вещей. Куча фур. Еле выехала отсюда. Сказали, припаркуй машину там. Я припарковала. Выедь туда, встань так. Открой то. Блин, ну, короче, вообще какой-то трэш для меня страшный. А мама сейчас где-то по стеклянному мосту переходит эту таможню. На этой первой самостоятельной таможне в моей жизни у меня, наверное, прибавилось седых волос. Хотя я и так вся седая. Просто какой-то ужас. Вот эти фуры я вам сейчас покажу. Их здесь множество. И, короче, ну, припарковаться здесь ужасно. Я не понимаю, зачем они меня гоняют туда-сюда. Но я уже 3 раза разворачивалась, перестраивалась в разные ряды. Не знаю, что я тут делаю вообще, как отсюда выехать. Ну вот они мне говорят, мадам, ждите, ожидайте. Мы сейчас проезжаем таможню, Анаис и Наоми. У нас тут спят девочки. Я не могу понять, почему они сказали мне здесь стоять, потому что только что россиянина одного пропустили. Сейчас идет фура, а я стою, блин, сколько тут я буду стоять, я не знаю. Вот мы здесь уже 2 часа, и у меня уже, блин, случилась истерика, потому что меня не хотят выпускать из Грузии. Сказали, у вас транзитные номера наклейки, мы вас не пропустим. Из Грузии вы не выедете. А это чипсы. Я рассказываю что-то такое важное, а ей чипсы только, в принципе, тебя та интересует. Больше ничего, понимаешь? Просто обидно. И это чисто такой развод на деньги. Заплатите $250, но не просто $250, а... Вас будет сопровождать наш таможенный сотрудник, и вы будете 1,5 дня без остановки, без отдыха ехать за его машиной, понимаете? Ну, Мам, тут говно. у меня нет слов. Да, тут говно, я согласна, полное говно границы. Я не хотела, случилось же страшно. И вот, ну, я не спала ту ночь, получается, и сейчас еще вот это столько неизвестно. Чисто такой разводняк адский. Причем им кто-то звонил по телефону, я же тоже не дура. Я слышала на английском языке, что сказали, речь шла о $80. Но они мне уже вкрутили 250. Это еще только первая граница. А еще впереди сколько еще, насколько Болгария меня разведет, насколько Румыния. Ну, вообще, короче, слов у меня больше нет. А выбора у меня нет, отказаться я не могу. Если вы отказываетесь, значит, мы вас возвращаем в Грузию, и вы не можете пересечь эту границу, вы остаетесь в Грузии. И, ну... Знаете, вот может у меня эти $250 последние на бензин, да, на поезд, но никого же это не говорится, не волнует. А ты нам папа я какашка, а мы думаем и какашка. И А реально нам папа соседка. скотство. Видит, что я с детьми, с маленькими. Лена, моя знакомая, летом проезжала точно с такими же транзитными номерами, с бумажными, тоже с детьми, и такого не было. Ее просто пропустили, сделала она страховку и спокойно проехала границу. А меня, значит, вот так. Ну, я думаю, что значит, что мы будем ехать это у них практикуется вот такая ситуация, да, просто побольше сбить бабла с таких. Это только первая граница, как я уже говорила. А еще впереди Болгария ждет, там тоже что-то будет по-любому. А то есть мы будем просто ехать за машиной и не остановимся? Я не знаю, 1,5 дня будете только пописать выходить на 2 ты будешь минуты. так ехать? А это никого не волнует уже. Вот так вот разводят на границе турецкой турки на деньги. Ну все, я еду по Турции, и остановиться поспать в отеле сегодня не получится, потому что турок с сопроводительными бумагами тоже где-то едет в другой машине к болгарской границе и будет меня ждать, и нужно проехать Турцию как можно быстрее. Дождь лупит. Уже ничего не вижу. 3 часа ночи скоро. Я остановилась, хочу подремать немножко, хоть минут 15. А дети все проснулись. Алиса, маме нужно поспать. Засыпаю. Почти 4 утра вообще-то меня прикимарило. Коты лазят, остановилась на заправке. Тая какую-то шмурдяк, какую-то гадость выбирает себе. Купила им консерву рыбную в дорогу. Анаис просто это какой-то дракон, который хочет все сожрать. Наоми никогда ничего не достается. Мама ее поднимает, чтобы то и осталось, а она туда в банку мечет. Смотри, лапами. Наоми, ты запаздываешь. Ну, все или еще разок? Гена, я тебе снимаю фильм ужасов сегодня. Посмотри на скорости.
Я не видела, что-то бахнуло. И вот эта вся наша конструкция, это синтезатор. Да, я начала орать, я затормозила. Хорошо, что сзади никого не было. Ну, как бы... Ой, вроде мы его спасем. Спать хочется жутко, но нужно ехать. Скоро рассвет. Мы остановились покушать. Первый раз нормально за всю дорогу, да? А ты уже тут, да? Я самый замученный человек в этой семье, потому что уже пошли вторые сутки, когда я за рулем без остановки. И еще спать не ложилась. Алисе заказали турецкий супчик. Алиса у нас по супчику, а мы ждем шашлык. Турецкая чорба. Наоми и Анаис очень хотели пить, мы дали им водички, вот уже вторую тарелку почти допили. Да. Очень плохо ест, некрасиво, а потом в дороге есть хотеть. В общем, до границы нам осталось 500 километров, до болгарской. И я надеюсь, с этой дружественной, доброжелательной Турции мы уже выйдем. Да, Анаис? Анаис? Вот кому хорошо. Коты, кстати, ведут себя в машине намного лучше, чем мои дети. Приехали. Нет, Доза, едем дальше. Я остановилась немножко подремать. Едем. Коты спят. По моим подсчетам, через часа полтора мы пересечем Босфор из Азии в Европу. Мы сейчас пересекаем Босфор из Азии, и мы попадаем в Европу. Я здесь очень давно не была. И, конечно, днем здесь потрясающие виды. Есть обзорные разные площадки. Но сейчас нам не до этого. Уже 2 суток с половиной в дороге. 2,5 дня пути дают о себе знать. Спать хочется ужасно. И когда совсем невыносимо, я вот так останавливаюсь и по 5-10 минут кемарю. Болгарская таможня, 8 часов утра. Куда идти, хрен его знает. Паспорт у меня забрали, чтобы я не уехала без грин-карты и без какого-то документа Т1. Сказали, идите туда пешком на выезд, и там будет какая-то будочка, где делают страховку. Вот я иду, а здесь, короче, полная жопа. Ничего не видно, где эта будочка, хрен его знает. Но это еще не все. Мороз и холод просто собачий. Я иду в одних джинсах на голые ноги, и я думаю, что у меня сейчас что-то отмерзнет. Короче, шла километр, наверное. Вот здесь какая-то будка, и вот это оно. Вот это можно догадаться вообще? Грин-карту сделала, на удивление, очень быстро. В этой будочке 35 евро. Картой можно рассчитаться. А дальше начинается самое интересное. Она говорит, вы должны пройти по вот этим чигирям поля, именно заросли, колючая проволока, пройти 50 метров, и там будет такое название Лидерспет. Сейчас я вам покажу. Таможенное агентство. Вот заборы, не пугайтесь, кусты. И вон там светится, плохо видно, вот это красное с белым. Лидерспет Customs Agency. И вот там нужно сделать на мою машину документ Т1, он называется. Я подумала, что это какая-то деревня и какой-то сарай, если б не знала. Вот этот документ Т1 – это самая жопа. Здесь его делать не хотят, говорят, мы не берем на себя такую ответственность, мы делаем на фуры. А на легковые автомобили нет. Езжайте в Велинград. А как езжайте в Велинград, если на моей машине я таможню не могу проехать? В общем, очередной идиотизм, с которым я столкнулась. Вот, вам рассказываю подробно. Возможно, кому-то это пригодится. И вот не будете повторять мои шаги. Сейчас я иду просто по трассе. Вокруг туман. Сказали идти еще метров 200. Будет еще какое-то такое же таможенное бюро. И, может быть, там вам что-то подскажут. Ну, страшные дела, потому что без этого документа вонючего меня не пропускают. Паспорт у меня забрали на таможне болгарской и сказали, что когда я принесу им эту справку Т1, где я ее возьму, их вообще не парит, тогда они мне вернут паспорт, тогда я смогу пересечь болгарскую границу. Вот такие дела. За что мне это все или для чего мне это все, я вообще не понимаю, почему я здесь.
И я прошла уже больше 1,5 километров по вот этой страшной мерзлой дороге. Здесь просто какой-то паркинг, отстойник фур. И ничего нет. Я вообще не понимаю, что я здесь делаю. Уже просто реально нет сил никаких от этого скотства. Скажите, болгары, зачем принимать такие скотские законы гадостные, от которых людям очень плохо? Зачем вы это делаете? Я просто хочу вернуться домой в Украину на своей машине. Я не собираюсь продавать мою купленную машину в вашей стране. Нахера вот мне это надо, а? Пришлось взять такси и ехать в Велинград. Таксисты охреневшие тут. $50 за 20 километров туда и назад. А выбора-то нет. Документ этот нужно делать, без него вас не пропустят. Вот в этом здании он делается. Называется Т1. Это страховка от того, что вы не продадите свое авто на территории Болгарии. Про скотский развод таксистов сейчас расскажу. Это вообще, этот козел, который меня привез туда в Велинград, $50 с меня срубил, понимаете? А вот сейчас вот этот едет за мной, которому я не хочу платить еще $50. Все. Я сейчас просто буду ехать дальнобойщиков каких-то тормозить, чтобы меня вернули назад на таможню. Они 20 километров несчастных туда и назад. Я должна заплатить 100 евро. Они что, вообще конченые? Вообще. Я просто хлопнула дверью. Прислал он за мной таксиста. Я думала, что это входит в эту стоимость, как мы с ним договаривались, что $50 я ему дала. И если он не сможет приехать, то приедет какой-то другой мужик и меня отвезет. А он хочет еще $50. Но так же не будет. Сейчас вот будет ехать какая-то фура, буду останавливать. 16 километров. Вот кто меня подвозит на таможню. Ребятам спасибо большое. Я стояла, ждала, машину, никто не останавливался. И вот остановилась только лошадка. Я так еще не возвращалась с транзитом из Грузии. Отвезите меня в Украину. Все проезжавшие мимо машины переполнены, естественно, никто не остановил, но мир не без добрых людей. Остался 1 километр. Дети голодные в машине, они не ели много часов, кроме кошачьего корма ничего нет, купить здесь негде. Я надеюсь, сейчас мы пройдем эту таможню, поедем где-то в Ленинград в больницу, чтобы мне померили давление. У меня сильно поднялось давление на нервной почве. Что-то уколят мне. И потом где-то остановимся на ночлег. Даже не на ночлег, а просто пару часов. Мне нужно хотя бы полежать в каком-то номере, вздремнуть, поспать. Потом уже приду в себя, приведу себя в порядок. Я знаю, как сейчас я выгляжу ужасно. Я измучена этой нервомоткой и этими 2,5 сутками без сна. Я не позавидую никакой девушке, которая пройдет такой путь, который сейчас прохожу я. Вот, мы сейчас здесь будем кушать. Алиса, видишь, какая у нас причесанная девочка. Там игровая комната, она там бегает. Котов не разрешили занести, сказали спрятать их в переноску, но они сидят, лижутся. Выезжаем на мост, который ведет через Дунай, и на другой стороне уже Румыния. 3 дня адской дороги у меня. Очень тяжело. И вот, наконец-то, новогодний Бухарест. Я сейчас позвонила хозяйке нашей квартирной, что мы будем на день раньше, и она нас ждет. Ура! Мы добрались. Это наш новый дом. Вот так вот. Комната большая. На фотографиях она была намного меньше. Коты, у вас новый дом. Что там, корм ваш поставили? Боже, они так рады, что я их раздела, наконец-то. Они были в дороге в одежде, бегают, не могут понять, что происходит. Смотри, Тая, как крысы разбежались. Завтра я обязательно покажу вам наш дом подробно, а сейчас спать. И сейчас хочу подвести итог и рассказать вам все подробно про документы, что нужно, чтобы пригнать машину из Грузии в Украину. Ну что, начинаем. Сначала вы подъезжаете в Сарпи, граница Турции. Это первая граница, где видят ваши номера, наклейки, транзиты. И говорят, мы вас не пропустим, возвращайтесь в Грузию. Я говорю, как это не пропустите? Они будут предлагать вам один вариант, другого варианта нет. Нужно взять сопровождение и его оплатить. То есть вы берете турка, даете ему $250, даже через кассу это можно оплатить. Ставят кучу штампов, пишут сопроводительный документ, и он с вами через всю Турцию на своем автомобиле, либо садится в ваш, если в вашем есть
есть место, проезжает и убеждается в том, что вы выехали из Турции. Без этого, ну, абсолютно никак нельзя. Вот. Мне это обошлось немножко дешевле, как я уже рассказывала. Я заплатила $125, и $125 дал второй парень Дима из Молдавии, который также перегонял машину на транзитах. Вот. И этот турок ехал в машине Димы, они уехали вперед, ну а я уже ехала не спеша, с остановками, так как я с детьми ехала за ними. И когда я выезжала из Турции, я позвонила и дала всем ответ, что все, я границу турецкую пересекла и все спокойно. Ну вот первая растрата. В общем, Турцию мы проехали, въезжаем в Болгарию. Ну и тут начинается самый трэш. Болгары не пропустят вас на транзитных номерах-наклейках, пока вы не оформите документ, который называется Т1. Я вам рассказывала про него подробно, что это было. Это типа страховка, что вы обязуетесь сделать так, что вы не продадите свою машину на транзитах на территории Болгарии. Вы оставляете залог, и дальше все зависит от ваших документов, которые вам напечатали в МРЭО в Грузии. Стоимость машины, то есть у меня она стояла $5000, я оставляла залог 2200, ну практически половина стоимости. Если у вас стоит там $12 000 стоит машина, соответственно в районе $6000 вы оставите этот залог. $300, 300 евро болгары берут в этой организации за свои услуги, то есть это вам не вернется. Дальше вы оставляете IBAN счет своей валютной карты, обязательно у вас должна быть валютная долларовая карта в каком-то украинском банке, и потом в течение недели, если вы пересекаете границу и выезжаете из Евросоюза, эти деньги оставшиеся возвращаются на ваш счет. Мне вернули, там отдельная история, в общем, мне вернули $1600, хотя должны были вернуть 1900, но это из-за моей глупости, потому что я была тогда очень нервная, уставшая, и я не посмотрела, что я подписываю. Я подписала квитанцию, в квитанции должно было быть указано, что мне вернут $1900, а там они написали, что 1600. Короче, болгары здесь меня нагрели, ну это уже мои проблемы. В общем, внимательно читайте документы, внимательно все смотрите. И самое главное, когда вы будете выезжать из Болгарии или из Румынии, в зависимости от того, куда вы дальше направляетесь, вы должны убедиться, что вам поставили в компьютере штамп о том, что вы покинули зону Евросоюза. Иногда этот штамп они забывают ставить. И если этого штампа не будет, все денежки останутся болгарам. И вам ничего не вернут. И ничего вы потом не докажете. Вот такая вот фигня. Ну и дальше по вопросам растаможки. Была одно время растаможка бесплатная для украинцев в июне, но это было совсем недолго, сейчас оно все платно. И когда вы подъезжаете к украинской таможне, а лучше еще за несколько дней заранее, вы должны найти своего таможенного брокера из своего города и договориться с ним, чтобы он вам скинул определенный пакет документов. Он вам должен скинуть квитанцию на оплату вот этой госпошлины. У меня растаможка вышла где-то в районе $2000. И иди сюда, Доця, иди. И пришла эта квитанция на таможне прямо в Орловске. Когда я уже на нашей стороне украинской, я оплачиваю это в банке, скидываю им квитанцию подтверждения, они убеждаются, да, что оплата зашла, в ответ они мне присылают, вот я вижу, какая красота, в ответ они мне присылают номер декларации, этот номер декларации я показываю на таможне, они там ставят все печати, что все нормально, машина готова к растаможке, и я могу проезжать границу, и уже с этим я проезжаю. Ну а дальше вы уже приезжаете в свой город и на месте решаете там в МРЭО уже вопрос постановки вашего авто на учет. Ну и, конечно, все это не женское дело, перегон машины, но я это прошла, это был трудный и тяжелый путь. Тяжело было, много было слез, много нервомоток, но когда ты это все знаешь, когда ты поэтапно все делаешь и у тебя все в порядке с документами, в принципе, ничего страшного. Но опять же, это нигде не пишется, в интернете нет никакой информации, я все это шла вот так вот методом тыка своим путем, своими нервами, в общем, своим здоровьем. Но зато теперь я могу перегонять машины из Грузии в Украину, так что если кому-то что-то нужно, обращайтесь, я на полном серьезе говорю, я знаю все нюансы по таможням и никаких проблем не будет. За свои услуги я дорого брать не буду. Если будут еще какие-то вопросы у вас именно по перегонке машины, по растаможке, можете написать в комментариях, и я обязательно вам отвечу. В Бухаресте я посплю еще денек, оставлю детей и еду в Одессу, в Украину домой решать вопросы с растаможкой и увидеть мужа. Но об этом в следующем выпуске. Всем пока!